Многие люди сегодня все еще не осознают, что поза, в которой они сидят на унитазе, представляет опасность для их здоровья и благополучия. Сегодня растущее количество врачей говорят, что люди устроены так, чтобы испражняться в позе на корточках. Сидение на корточках снижает давление на вашу прямую кишку и облегчает процесс дефекации. Сидение в туалете по западному образцу означает, что вы тужитесь в противоположную сторону от движения мышц. Многие доктора говорят о том, что использование туалетов, где надо сидеть на корточках, понижает риски запоров, геморроя и даже колоректального рака. Исследования демонстрируют, что наша поза в туалете играет большую роль при приобретении этих болезней, чем отсутствие правильного питания. Итак, в чем же такая большая разница между этими двумя позами? При сидении на туалете западного образца ваши колени находятся под углом 90 градусов по отношению к животу. При сидении на туалете, где нужно сидеть на корточках, ваше тело располагается под углом 35 градусов. Нейробиологи говорят, что когда человек сидит на корточках, верхняя часть его бедер давит на низ живота. Вследствие этого происходит естественное сжатие толстой кишки, что облегчает процесс испражнения. В позе на корточках таз подвешен, как люлька. При этом ягодицы расходятся, открывая анус. Сидение на корточках делает то, что обычное сидение делать не может. Оно расслабляет изгибы анального канала. Это выпрямляет конечный путь между прямой кишкой и анусом, облегчая выход для каловых масс и давая им выйти полностью. Однако в обычной позе сидя, ни прямая кишка, ни изгибы анального канала полностью не освобождаются. Толстая кишка и живот лишены всякой опоры со стороны бедер. В результате человек, сидящий в обычной позе при дефекации, вынужден задерживать дыхание, напрягаться и проталкивать каловые массы вниз. При этом справление нужды не может быть завершено до конца, что приводит к накоплению и застою экскремента в нижних отделах прямой кишки. Все это – открытие ягодиц, выпрямление анального канала, естественное повышение давления в животе с последующим сокращением толстой кишки может происходить только лишь сидя на корточках. Результат – быстрое, легкое и более полное опорожнение кишечника. В стоячем положении пуборектальная мышца полностью сжимает прямую кишку. Сидя, она сжимает ее частично, а в положении на корточках пуборектальная мышца полностью расслабляется. Положение сидя вызывает напряжение для мышц, что нехорошо для здоровья. Пользование современными туалетами западного образца может вызвать запор. По оценкам Национального института здоровья, у более 4 миллионов американцев наблюдается застой кишечника, то есть большая нужда справляется менее 3 раз в неделю. Застой кишечника не только причиняет неудобства, но также оказывает долговременный вред на толстую кишку. Один из процессов, происходящих в толстой кишке, это всасывание воды. Толстая кишка постоянно извлекает воду из своего содержимого, превращая жидкие отходы в твердые. В итоге, при нерегулярном и неполном испражнении выводится слишком много воды. Экскременты становятся слишком сухими и оседают, закрепляясь на стенках толстой кишки. Если фекальные массы остаются в кишке слишком долго, не выводясь, то токсины, содержащие в них, могут вернуться обратно в кровь. Более того, фекальные массы, которые не вышли наружу, могут выработать еще больше токсинов. Геморрой. Клиника Мэйо говорит о том, что страдающий геморроем избегает долгого стояния или сидения. Слишком долгое сидение, особенно в туалете, способствует повышению давления в венах ануса. Согласно данным клиники Мэйо, около половины взрослых американцев к 50 годам испытывают симптомы геморроя, что значит опухание и воспаление вен вашего ануса и нижнего отдела прямой кишки. Геморрой может являться результатом напряжения при испражнении или, среди прочих причин, в результате давления на вены вследствие беременности. Рак толстой кишки или рак ободочной или прямой кишки являются основными болезнями, приводящими к смерти. Эта болезнь распространена в западных странах, но редка в развивающихся. Каждый год примерно 150 тысячам людей ставят диагноз рака толстой кишки в одних только Соединенных Штатах. Хотя данная болезнь входит в 4 самых распространенных онкологических заболеваний в мире, вызывающих смерть, в развивающихся странах только лишь малое количество людей заражается этой болезнью. Многие западные исследователи пытались найти ответ на этот феномен. Люди в развивающихся странах в туалете сидят на корточках, люди в западных странах сидят в обычной позе. Полное испражнение часто помогает поддерживать здоровье толстой кишки. Многие исследования указывают на фекальные накопления в толстой кишке как на причины болезней, в том числе и рака толстой кишки. Мочеиспускание происходит обильнее и легче, когда женщина садится на корточки. При сидении на корточках мочевой пузырь освобождается более полно, чем при обычном сидении или стоя. Сидение на корточках помогает снизить вероятность возникновения инфекций мочевыводящих путей. Проблемы мышц тазовой диафрагмы. Одна из 3 женщин в США имеет 1 или 2 дисфункции мышц тазовой диафрагмы. Одна из главных причин этого – напряжение при испражнении. Обычное сидение создает огромное давление на аноректальный угол толстой кишки. При сидении на корточках нервы тазовой диафрагмы могут быть защищены. Аппендикс. При сидении на корточках правое бедро зажимает правый нижний участок живота, зажимая при этом слепую кишку. Это сжатие толкает отходы от аппендикса в илиоцекальном клапане. Канал, открывающий аппендикс, остается чистым. Илиоцекальный клапан остается надежно закрытым. В обычной позе сидя слепая кишка не зажимается до конца правым бедром. Толстая кишка также не готова должным образом к выведению экскрементов.
В результате возникает необходимость напряжения и толчков вниз при помощи диафрагмы, задерживая дыхание. Это действие надувает и напрягает слепую кишку в неверном направлении вниз, к аппендиксу и илиоцекальному клапану. Это подобно тому, как зажать зубную пасту в середине, чтобы дно тюбика, слепая кишка, надулось. Это обратное давление может втолкнуть отходы в аппендикс, что обернется серьезными последствиями. Преимущество сидения на корточках. Делает процесс испражнения более быстрым, легким и полным. Это помогает избежать застоя кала, который является доминирующим фактором рака толстой кишки, аппендицита и воспаления кишечника. Защищает нервы простаты, мочевого пузыря и матки от растяжения и повреждения. Надежно закрывает илиоцекальный клапан между толстой кишкой и тонкой. При обычном сидении клапан оказывается без поддержки извне и часто пропускает фекалии при испражнении, засоряя тонкую кишку. Расслабляет пубаректальную мышцу, чтобы сохранять способность регулировать процесс дефекации. Используют бедра, чтобы поддержать толстую кишку и предотвратить напряжение. Хроническое напряжение в туалете может вызвать грыжу и опущение тазовых органов. Высокоэффективное безоперационное лечение геморроя. Для беременных женщин поза на корточках позволяет избежать давления на матку в туалете, подготовиться к более естественным родам. Сидение на корточках придаст вашему позвоночнику благотворное растягивание. Очень простое решение – это использование маленького стульчика для ног. При этом ваше тело обретет правильную позу для справления нужды с коленями согнутыми под углом в 35 градусов. Болезнь века – геморрой. Симптомы и лечение геморроя – деликатная, но весьма распространенная проблема у мужчин и женщин. Чаще всего данному заболеванию подвержены люди старше 45 лет, однако сегодня этот диагноз ставится и более молодым людям. Геморрой не только вызывает неприятное ощущение, он опасен многочисленными осложнениями в виде железодефицитной анемии, тромбозов и ущемления геморроидальных узлов. Поэтому при первых же симптомах заболевания следует обратиться к врачу-проктологу. На ранних стадиях возможно лечение геморроя без операции, но чем более запущена болезнь, тем сложнее будет терапия. Клиническая картина. Геморрой вызывается застоем крови в венах нижних отделов кишечника. Это профессиональная болезнь всех, кто проводит много времени в сидячем положении, например, водителей и офисных работников, часами не встающих из-за руля и компьютера. Развитию геморроя также способствуют частые запоры, беременность и роды, одним словом, все состояния, провоцирующие заметное повышение внутрибрюшного давления. В группе риска находятся и люди с лишним весом, и те, кто часто вынужден поднимать тяжести, грузчики, спортсмены. Как проявляется геморрой? Это зависит от тяжести заболевания. Геморрой развивается постепенно, в течение нескольких лет, и порой заметить его ранние признаки бывает непросто. Проктологи различают 4 стадии развития геморроя. Первая стадия. Увеличение геморроидальных узлов, зуд, кровянистые выделения во время дефекации. На первой стадии симптомы могут пропадать и появляться снова. Вторая стадия. Те же симптомы, что и на первой стадии, плюс выпадение геморроидальных узлов при опорожнении кишечника или поднятии тяжести и умеренное кровотечение из заднего прохода. Третья стадия. Выпадение узлов даже при небольшом напряжении, которое можно исправить только механически, вправляя их вручную. Более заметные кровянистые выделения, тяжесть, отек ануса. Четвертая стадия. Постоянное выпадение геморроидальных узлов, которое практически невозможно исправить, частые кровотечения, боль, воспаление тканей вокруг анального отверстия. Из-за постоянных кровотечений развивается анемия. Виды геморроя и симптомы проявления. Медицина различает 3 формы геморроя: внутренний, наружный и комбинированный. При внутреннем геморрое наблюдается варикозное расширение вен, расположенных в глубине анального канала. Зачастую эта форма проявляется кровотечениями, а при напряжении геморроидальные узлы могут выпадать и ущемляться. Для наружного геморроя кровотечения не характерны, так как узлы располагаются снаружи прямой кишки, вокруг анального отверстия, и не травмируются при дефекации. Но это не означает, что такой геморрой можно оставлять без лечения. Со временем возникает риск появления тромбоза и воспаления наружных геморроидальных узлов. Наружный геморрой проявляется зудом и дискомфортом, а при пальпации можно нащупать небольшие уплотнения вокруг ануса. При тромбозе возникают сильная боль, отек,
а порой и повышение температуры. При запущенных стадиях воспалительный процесс может захватывать окружающие ткани вплоть до развития паропроктита, гнойного воспаления. Комбинированный геморрой – это сочетание двух вышеописанных видов заболевания. Варианты лечения геморроя. Как вылечить геморрой? Многие надеются, что победить эту болезнь можно без участия врача. Все-таки геморрой – проблема очень деликатная, и люди нередко стесняются обращаться за помощью, надеясь на народные методы. Но пока больной пробует на себе бабушкины средства, он теряет время, и зачастую отчаявшиеся люди приходят в больницу слишком поздно, когда болезнь запущена и другого варианта, кроме оперативного лечения, нет. Лечение геморроя без операции возможно только на ранних стадиях заболевания. При первых же признаках нужно записаться на консультацию к проктологу. Если болезнь только началась, врач, скорее всего, назначит лечение медикаментами. Медикаментозное лечение геморроя. На ранних стадиях заболевания для лечения применяются комбинации обезболивающих, противовоспалительных, тромболитических, кровоостанавливающих и флеботонических средств. Патогенетическая терапия. Это лечение направлено на нормализацию пищеварения и устранение запоров. Назначаются диеты и ферментные препараты, нормализующие деятельность желудочно-кишечного тракта. Тонусоповышающая терапия. Для улучшения венозного тонуса прописывают флеботонические средства, например, на основе троксивазина, трибеназида и других веществ. Симптоматическая терапия. Боль при геморрое приносит немало страданий, поэтому в схему лечения часто входят обезболивающие препараты. Для снятия болевого синдрома применяют анальгетики в сочетании с противовоспалительными препаратами. Антитромбозная терапия. Тромбоз геморроидальных узлов требует лечения антикоагулянтами, такими как гепариновая мазь. В острой стадии заболевания, при воспалении узлов, применяют терапию комбинированными препаратами, содержащими противовоспалительный, тромболитические и обезболивающие компоненты. Если воспаление распространилось на прилегающие ткани, прописывают водорастворимую противовоспалительную мазь, например, левосин или левомиколь. Простые способы профилактики геморроя: съедать минимум 300 граммов фруктов и овощей в день, выпивать не менее 8 стаканов воды в день, увеличить ежедневную физическую активность, регулярно опорожнять кишечник, избавиться от лишнего веса. Хирургическое лечение геморроя. Еще 20 лет назад хирургическое вмешательство было основной процедурой в терапии геморроя, однако в наши дни оперативное лечение показано лишь при запущенных формах заболевания. Следует отметить, что и техника таких операций сильно изменилась. Теперь оперативное лечение геморроя проводится малоинвазивным способом. Современная медицина предлагает несколько вариантов избавления от этого заболевания. Инфракрасная фотокоагуляция. Воздействие на узел высокой температурой, создаваемой термокоагулятором. Рабочая часть аппарата прикладывается к геморроидальному узлу на 1-2 секунды, в результате чего происходит микроожог, и узел, лишенный кровоснабжения, со временем отмирает. Реабилитационный период занимает примерно 1 день. Склеротерапия. Эта процедура применяется на ранних стадиях геморроя. В узел инъекционно вводится склерозирующее вещество, после чего он со временем атрофируется. Лигирование латексными кольцами. Эта процедура была разработана давно, однако малая травматичность делает ее популярной и в наши дни. На основание узла при помощи специального прибора надевается очень тугое латексное кольцо, которое блокирует кровоснабжение узла, вследствие чего он через 7-10 дней отмирает и отторгается. Трансанальная дезартеризация геморроидальных артерий под доплер-контролем. Современная процедура, в основе которой лежит снижение притока крови к геморроидальному узлу. При помощи ультразвука врач находит конечные ветви артерий, питающих геморроидальные узлы, и перевязывает их, после чего узлы постепенно атрофируются. У процедуры есть много модификаций, позволяющих назначать ее даже на 4-й стадии болезни. Реабилитационный период занимает 1-2 дня.
Электрокоагуляция. Еще одна распространенная малоинвазивная процедура, применяемая на ранних стадиях геморроя. Прибор для электрокоагуляции представляет собой пинцет из 2 электродов. Основание узла зажимается между ними, после чего на электроды подается переменный ток, вызывающий денатурацию тканей основания узла. Лазерная коагуляция. Эта процедура считается еще менее травматичной и болезненной, чем другие виды коагуляции. Сфокусированный лазерный луч срезает наружный узел у основания, а внутренние узлы выжигает изнутри. На их месте образуется соединительная ткань. После лазерной коагуляции не остается рубцов. Народная медицина и лечение геморроя. При геморрое ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, а применение любых народных средств обязательно должно быть согласовано с врачом-проктологом. Народная медицина не может быть основой терапии, она лишь дополнение к курсу лечения. Определенную пользу могут принести отвары трав с противовоспалительными и кровоостанавливающими свойствами, почечуйной травы, тысячелистника, крапивы. Многие растения обладают способностью укреплять сосуды. К таким растительным венотонизирующим средствам относятся конский каштан и шиповник, которые следует принимать в виде настоев. Облегчить боль и кровоточивость при наружном геморрое помогут 5-минутные прохладные ванны или теплые ванны с отварами таких трав, как календула, шалфей или ромашка, они снимают воспаление. Стоимость лечения геморроя. Многих интересует, как вылечить геморрой навсегда, не потратив слишком много денег. Народные средства очень дешевы, однако они не решают проблему окончательно. Чтобы избавиться от этой болезни, нужно пройти медикаментозный курс лечения геморроя или же сделать операцию, если таблетки и мази уже не могут помочь. Стоимость лечения зависит от стадии заболевания, выбранных процедур и, конечно, ценовой политики клиники. Первичная консультация врача-проктолога, с которой начинается любое лечение, обойдется примерно в 1500-5000 рублей, повторные приемы стоят меньше. Медикаментозное лечение обычно относительно недорогое, 5000-10 000 рублей в зависимости от стадии заболевания и наличия осложнений. Оперативное лечение дороже. Это еще один повод не затягивать с визитом к врачу. Стандартная геморроидектомия обойдется примерно в 40 тысячах, 50 000 рублей, трансанальная дезартеризация геморроидальных артерий, от 45 тысяч рублей, лигирование или склерозирование одного геморроидального узла, от 5000 рублей.